Много лет назад, на краю древнего ледника, там, где были тундростепи, обитали мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи и сайгаки. Всем привет! Рада вас приветствовать на моем канале. Берите вкусняшки, и мы начинаем! Сайгак принадлежит к уникальным животным, которые выглядят так же, как и в то время, когда по поверхности земли бродили мамонты и саблезубые кошки. Поэтому его внешний вид отличается своеобразной индивидуальностью, именно благодаря которой его невозможно спутать ни с кем другим. Изначально антилопа сайгак заселяла огромную территорию Евразии, от подножья Карпатских гор и Кавказа до Джунгарии и Монголии. На север это животное доходило до Киева и Барабинской степи в Сибири. Сейчас сайгаки обитают только в Западной Монголии, Казахстане, Узбекистане, заходят в Туркмению, а также в России. Сайгаки обитают в степях и полупустынях. Эти жители равнин избегают не только гор, но даже холмов и местности, пересеченной оврагами и долинами. Зиму сайгаки проводят там, где снега либо совсем нет, либо снежный покров не превышает 15-20 сантиметров. Они живут в едином стаде от 40 до 1000 особей, без вожаков. Вместе они пасутся, ходят на водопой и передвигаются по степи. Иногда делятся на гаремы, но долго без стада жить не могут, поэтому воссоединяются. Между собой общаются ракочащим и мычащими звуками, похожими на горловое пение. Животное имеет небольшие размеры и плотное телосложение. Тело сайгака в длину составляет 110-140 см, в высоту 60-80. Весит он 23-55 кг, самки немного меньше. Имеется хвост длиной около 10 см и округлые ушки. Самой уникальной частью тела является их нос. Он представляет собой подвижный мягкий хоботок. На его конце расположены большие, близко расположенные ноздри, похожие на сердечко. Такая форма носа помогла сайгаку приспособиться к разным условиям периодов года. В зимнее время воздух хорошо прогревается перед тем, как попасть в легкие. Летом нос работает как фильтр, очищающий воздух от степной пыли. Голову самцов украшают длинные 30-сантиметровые рога желтовато-белого цвета с темными кончиками. У самок рогов нет. Средняя продолжительность жизни самцов 7 лет, а у самок 10. Сайгаки полностью травоядны. Для поддержания жизненных сил им необходимо съедать от 3 до 6 кг растительной пищи в день. В рационе антилоп более 80 растений. Предпочтение отдают сочным вершкам, не съедая растения под корень. А вот питьевой режим сайгаков очень необычен. Они не приходят на водопой в незасушливых периодов. Зимой они получают воду из осадков, а летом едят богатые влагой тюльпаны и ирисы. В особо засушливые времена антилопы могут наведываться за сельскохозяйственными культурами, такими как рожь, кукуруза и пшеница. Брачный сезон у этих животных начинается в ноябре. В это время самцы устраивают настоящие турниры. Победивший в схватке самец становится обладателем гарема. Весной самки, которые должны принести потомство, выискивают самые глухие уголки степи, где поблизости нет воды, а следовательно и нет хищников. В начале мая появляются новорожденные сайгачата. Обычно молодые самки рождают одного, а старые 2 детенышей. Вес новорожденного сайгачонка составляет около 3,5 кг. 2-3 дня новорожденные неподвижно лежат, затаившись, а матери периодически подходят к ним и кормят их молоком. Но уже на 4-5 день малыш может бежать почти так же быстро, как и взрослая антилопа.
Самым главным естественным врагом сайгака является волк. Обычно волки поджидают своих жертв у водопоя, где травоядные более уязвимы. Сайгаки страхуют себя тем, что всегда оставляют дежурных. В случае обнаружения хищника дежурные сайгаки подпрыгивают свечкой, тем самым предупреждая остальных об опасности. Волна прыжков быстро проходит по всему стаду, и животные убегают. Легкой добычей для волков чаще всего становятся ослабленные особи или малыши. Взрослых и крепких сайгаков им не догнать на открытой степной местности. Антилопы развивают скорость до 80 км в час, в то время как волки могут бежать только 50. Существует старое поверье о белом старце. Он олицетворяет плодородие и считается покровителем животных, в особенности сайгаков. Издавна охотники никогда не стреляли в животных, если те сбивались в кучу. Считалось, что в это самое время их доит белый старец. Убить животное в этот священный момент – большой грех, за который разгневанный старец обязательно накажет. Сайгаки не подпускают людей близко к себе. Причина в том, что они были и, к сожалению, остаются объектом охоты браконьеров. Но существует много организаций, защищающих и охраняющих животных от угрозы вымирания. Ну а вам спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Жмякайте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Берегите природу. И всем пока!